21-летняя Энни Уиндли, жительница Британии, съедала всего лишь один бутерброд и в своем возрасте весила 29 килограмм. Она была похожа на скелет, обтянутый кожей, и ужасно боялась еды. Скорее всего, девушка бы просто не выжила. Но ее жизнь однажды спас обычный шоколад. Вот ее история. Я всегда была очень активной. Будучи еще школьницей, я занималась спортом, была участницей многих мероприятий и примерной ученицей. Но, несмотря на такую активность, я часто слышала от своих одноклассников неприятные фразы в свой адрес по поводу веса. Устав от насмешек, я решила, что буду худеть. В возрасте 15 лет Энни стала строго ограничивать себя в еде и считать калории. Чтобы оставаться стройной, она избегала молочных продуктов, углеводов и мяса. Ее питание часто состояло из одного бутерброда лишь один раз в несколько дней. Изначально все шло хорошо, и она стала даже получать комплименты в свой адрес, что ее подстегнуло худеть еще больше. Но она зашла так далеко, что начались проблемы. Энни вспоминает. Раньше я была очень активной, занималась атлетикой, хоккеем, теннисом, метанием копья и нетболом. Мне все это очень нравилось. Но как только я начала сильно терять вес, медсестры так забеспокоились, что меня убрали со всех команд. Из-за этой диеты Энни 5 раз попадала в больницу, и в 2012 году ей поставили диагноз анорексия. И она все понимала, но ничего не могла с собой поделать. «Мне просто хотелось быть стройнее», – рассказывает она. Энни довела себя до такого состояния, что даже не могла смотреть на еду, а любые запахи пищи вызывали у нее ужас. Когда на каком-то празднике ее хотели угостить лазаньей, она не могла этого вынести. Девушка убежала в другую комнату, и ей хотелось сделать все, только бы не находиться рядом с едой. Врачи сказали, что мне грозит сердечный приступ из-за слишком маленького веса. Тогда я уже едва удерживала себя на ногах и теряла сознание. Смотря на свои старые фото, я понимаю, что выглядела ужасно. Но тогда мне хотелось только одного – становиться все более и более стройной, чтобы мое тело таяло. Но в один прекрасный день все изменилось, и поспособствовал этому обычный шоколад. Вот что произошло. Однажды ночью я лежала в постели и долго не могла уснуть. Я ворочалась, потому что сильно хотелось есть. Я помню очень сильную тягу к шоколаду. Я понятия не имею, почему именно шоколад. Может быть, это просто был недостаток химических веществ, или мозг просил сладкого, или какао. Желание было очень сильным. Но в то же самое время я знала, что мне нельзя его есть, так как я наберу лишний вес, и он будет вне контроля. Я долго сопротивлялась в ту ночь, но в конце концов я съела кусочек шоколада. Да, это было безумием думать, что от кусочка шоколада я тут же наберу вес. Но именно после него я осознала, что есть не так страшно, как мне казалось. Утром Энни встала на весы и удивилась, что ничего она не набрала. С этого дня она стала потихоньку позволять себе немного шоколада и экспериментировать с разной пищей. Этот случай помог девушке избавиться от одного из самых больших своих страхов, и она постепенно перешла на нормальное питание. В октябре 2017 года Энни заставила себя бороться со своим расстройством пищевого поведения. Она снова начала заниматься спортом и регулярно есть здоровую сбалансированную пищу. Ее парень на фото вместе и ее друзья помогли ей в этом процессе. Сейчас девушка говорит, что сожалеет, что так долго избегала помощи, в результате чего и потеряла образование и упустила возможность путешествовать по миру. Теперь у меня есть парень и новые друзья, которые помогли мне. Так что я не так одинока, как раньше. Люди часто думают, что это поиск внимания, но это не так. Порой трудно объяснить, через что вы проходите. Не каждый может понять это и посочувствовать вам. В
данное время Энни ведет здоровый образ жизни и с ужасом вспоминает тот период жизни. Теперь она красивая девушка с прекрасной фигурой. Она учится, работает и наслаждается жизнью. Вот такая история, друзья. А что вы думаете об этой девушке? Не стесняйтесь оставить комментарии. Если у вас есть знакомые, кто страдают от подобных проблем, отправьте им это видео. Спасибо за ваш лайк и подписку. Впереди еще много интересных видео.